Привет! Меня зовут Марина. Это канал Russian Language Club, канал о русском языке. У каждого предмета есть характеристика. Каждый предмет может обладать определенным качеством в различной степени, в большей или в меньшей. И давайте в этом видео мы как раз поговорим о качествах в большей или в меньшей степени разных предметов. В этом видео мы будем говорить о сравнительной степени прилагательных, компаративе, comparative degree. Кстати, сравнительная степень бывает у качественных прилагательных. Качественные прилагательные, то есть они обозначают качество предмета. Например, цвет, размер, форма, свойства. Сравнение – это когда какие-то качества проявляются больше или меньше, чем у другого предмета. И в русском языке есть две сравнительных степени – простая и сложная. Но мы с вами начнем со сложной сравнительной степени, потому что она вообще-то совсем не сложная. Сложную сравнительную степень очень легко сделать. Для этого нужны просто два слова. Или более, что значит увеличение качества, или менее, уменьшение качества. Более, менее. Важно, что с этими словами более и менее могут употребляться все качественные прилагательные. То есть не важен род, не важен падеж, не важно число. Так как слова более-менее не изменяют своих форм. Я видела более красивый город, чем мой родной. Вы никогда не увидите более высоких гор. В этом ресторане мы пробовали менее вкусное вино. Кстати, у сложной сравнительной степени может быть признак увеличения и признак уменьшения. А вот у простой сравнительной степени, которая образуется без помощи каких-либо слов, а только с изменениями внутри слова, то есть мы трансформируем слово, мы убираем окончание прилагательного и добавляем суффикс «ее». Вот в этой сравнительной степени есть только увеличение признака. Но что хорошо, одна и та же форма используется в любом роде и числе. Этот город красивее моего родного города. Я никогда не пробовал вина вкуснее. Этот концерт был скучнее предыдущего. Обратите внимание на ударение. Если прилагательное состоит из двух слогов, то есть там есть два гласных звука, то ударение падает на суффикс «ее», сильнее, белее. А если прилагательное состоит из трех и более слогов, то есть 3 и более гласных, то ударение мы не меняем в этих словах. Интересный – интереснее, красивый – красивее. Но есть и исключения. Холоднее, горячее, веселее. И давайте продолжим говорить про изменения внутри слова, потому что суффикс «ее» – это стандартный суффикс. Но, конечно же, в русском языке будут и исключения. То есть в русском языке есть слова, в которых простая сравнительная степень будет без суффикса «ее», без этих двух «е». Например, слова «молодой», «моложе». Как вы видите, мы еще и изменили согласный перед «е». Молодой, моложе, старый, старше, короткий, короче, жаркий, жарче. Если вы хотите найти список таких исключений, то у меня в блоге есть статья о компаративе, и там много исключений. А есть слова, которые изменяются совершенно. Маленький, мало, меньше. Большой, много,
больше. Плохой – хуже. Это же совершенно другие слова. И список исключений вы можете увидеть как раз в этой статье из моего блога. А теперь, как использовать сравнительную степень в речи? В русском языке есть два способа. С конструкцией «чем» или без слова «чем», но с родительным падежом. Слон больше, чем собака. Мы здесь просто к прилагательному в сравнительной степени добавили слово «чем», и собака осталась в именительном падеже. Слон больше, чем собака. Если мы не хотим использовать слово «чем», то мы скажем «слон больше собаки». И тогда собака у нас будет в родительном падеже. Петербург моложе, чем Москва. Петербург моложе Москвы. Итак, сравнительная степень – это несложная грамматическая тема в русском языке. Есть две формы сравнительной степени. Простая с суффиксом «ее» и сложная со словами «более» или «менее». И есть два варианта употребления сравнительной степени в конструкции со словом «чем» и в конструкции с родительным падежом. Кстати, в блоге, в статье, о которой я вам уже говорила, есть и задание, чтобы вы могли попрактиковать сравнительную степень. На этом все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить и общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи!